Охота на карателей. Одним из приоритетов в деятельности в качестве представителя Переходного кабинета Беларуси для меня является уголовное преследование подозреваемых в пытках белорусов. Мы работаем по этому вопросу в тесном сотрудничестве с представителем кабинета Александром Азаровым, инициативой «Байпол» и юристами офиса Светланы Тихановской, а также другими политическими и гражданскими инициативами, ставящими перед собой цель наказать карателей режима Лукашенко за пытки против белорусов. Что происходит в нашей стране? С 2020 года правозащитники зафиксировали в Беларуси максимум пыток в Европе за весь 21 век. Более 1000 случаев. Как наказать силовиков-садистов? Способов 3. Международные трибуналы, национальная и универсальная юрисдикции. Первый способ слишком сложный и долгий, нужны годы. Второй неосуществим в Беларуси, режим не преследует виновных. Остается универсальная юрисдикция. Работа в ее рамках возможна как на международном, так и национальном уровнях. Главное юридическое обоснование преследования — статья 5 Конвенции против пыток. Использовать ее сложно. Режим не выдает виновных странам, которые готовы применить документ. Даже если преступник окажется в такой стране, должно совпасть много факторов. Потерпевший опознал подозреваемого, находится в той же стране, что и подозреваемый, не боится заявить о преступлении, находит готового взяться за дело адвоката, составляет заявление о возбуждении дела и передает правоохранителям. В полиции и прокуратуре делу дают ход в тот срок, когда подозреваемый еще в стране. Но можно поставить более реальную цель – добиться международного розыска подозреваемого. Плюсы такого варианта. Присутствие подозреваемого в стране, возбуждение дела не является необходимым. Задокументированных данных о пытках достаточно. У преступлений против человечности нет срока давности. Подозреваемый не сможет выехать из Беларуси не только в ЕС и США, как при санкциях, а ни в какую страну мира, кроме России, под угрозой быть задержанным на основании данных Интерпола. Бессрочность обвинений будет стимулировать выдать виновных для снятия санкций с Беларуси. Если хотя бы несколько причастных к пыткам удастся объявить в розыск, это станет важным мировым прецедентом, который позволит в будущем легче открывать подобные дела и добиваться наказания. Насколько это реально? Германия и Испания уже имеют в своей судебной практике удачные примеры правосудия по универсальной юрисдикции, в рамках которой рассматривают дела о пытках. Великобритания перспективна, так как ее правовая система позволяет подавать заявление по универсальной юрисдикции без наличия у потерпевшего или подозреваемого тесной связи с Соединенным Королевством. Упомянутые государства подписали Конвенцию ООН против пыток и политически признают режим Лукашенко преступным. Однако на их территории пока нет открытых уголовных дел о пытках в Беларуси. Команда Народного антикризисного управления и созданный кабинет проводят активные консультации с юристами и правоохранителями этих стран. Наши партнеры уже выразили готовность работать с нами на преодоление административных препятствий, чтобы открыть такие дела в будущем стало проще. Пока же наиболее реалистичным выглядит сотрудничество с Польшей и Литвой. Эти две страны наиболее активно поддерживают идею наказать виновных в репрессиях. И если с Польшей еще требуется проработка законов, то в Литве уже есть, по крайней мере, одно открытое уголовное дело по мотивам пыток сторонников демократии белорусскими силовиками. Наша работа продолжается. На ближайшее время уже запланирован ряд международных встреч, которые могут придать дополнительный стимул вопросу привлечения карателей к уголовной ответственности. В том числе состоится встреча с министром юстиции Чехии. Мы будем информировать вас о всех результатах нашей работы. Но также хочу напомнить, что если вы можете опознать кого-то из преступников, имеете какие-либо доказательства их причастности к преступлениям, готовы сотрудничать со следствием и дать показания в литовской полиции, свяжитесь со мной, представителем кабинета, ответственным также за уголовное преследование, и юристами НАУ через чат-бот Народного антикризисного управления в Телеграме. Ссылка в описании к видео. Возможно, именно ваше сообщение поможет объявить в розыск силовиков режима, причастных к садизму или превышению полномочий.
И просьба, распространяйте эту информацию как можно широкому кругу белорусов.